Да, уже еду. Он ждет на месте. Ладно, ладно, дождусь вас. Где же? Жалуйтесь. Все останки мумифицированы. Судя по всему, лежат давно. Захоронение частично вскрывали несколько дней назад. Останки принадлежат женщине. На трупе очень много повреждений. Ножевые это или мышки съели. Об этом потом расскажет Олег. О, кладик. Ну-ка, что там? О, Давай. Что там? Сейчас. Посветить? Ага. Сейчас. Воронцова Мария Владимировна. Дай. Кольца нет? не, нету. 4 года мы ее найти не могли, а теперь у нас 2 Марии Это Воронцовы. бред. А кто настоящая? Это не Мария Воронцова. Это неопознанные останки. А это? А ДНК Надежды Стародубцевой. В данных обстоятельствах, мне кажется, что нужно сделать еще один сравнительный тест ДНК. Стародубцевой? Нет, этих останков Антона. Послушайте, мы уже выяснили, что мать Антона, Мария Воронцова, жива и невредима. Ты что-то говорил про мое чутье. Шутил? У нас есть факт. А твое чутье в данный момент противоречит им. Ну, значит, сделаем экспертизу, и, возможно, у нас появятся новые факты. Результаты генетики по останкам. Пошли посмотрим. На, открывай. Эта женщина не Мария Воронцова. Кто она? Почему рядом с ней обнаружены документы Воронцовой? Как погибла, кто ее закопал, кто раскапывал недавно? Вопросов много, надо работать. Чувствуем. Рома, а я недавно была в архиве, брала дело Воронцовой, чтобы узнать адрес Виктора. Оказывается, ты его тоже брал? Да, брал. Надо было заново ознакомиться с делом. Сомневался в показаниях Нади. У дураков мысли сходятся, да? Вам опять это дело? А можно я еще в журнале посмотрю? Забыла, когда его брала. Да, пожалуйста.
Ты как? Нормально. Ты же найдешь эту сволочь? Они думают, что это Марк. Дебилы. Олеж, у меня к тебе серьезный вопрос. Говори. Я не верю результатам экспертизы найденных останков. Ого, смело. Только они никогда не ошибаются. А подменить результат? Или генетический материал возможно? Ну, теоретически все возможно, при желании. Только кому это могло понадобиться? Я недавно была в архиве, брала дело о пропаже Воронцовой. Так. Случайно узнала, что Рома его тоже брал. Говорит, что до найденной экспертизы хотела обновить в голове обстоятельства дела. Имел право. Я сначала тоже так подумала, но... В общем, я только что была в архиве и посмотрела дату. Он брал дело гораздо раньше. Он его брал, когда Марк и Надя только познакомились. Даже я еще не знала о ее существовании. Роман, получается, знал. Получается. И еще конверт с генетическим материалом. Он пуст. То есть в описи волосы Воронцовой числятся, а в конверте их нет. То есть что? Рома мог тогда подменить генетический материал Надежды Стародубцевой на волосы Воронцовой, которую украл из старого дела? Так. Нам нужно сделать еще одну экспертизу останков, независимую. Давай, хорошо, я отнесу в другую лабораторию. Давай. Привет. Привет. А ты чего тут? Давно я этого не делала. Да и сегодня не стоило бы. Выспалась? Ну, знаешь, захотелось встряхнуться. Ну, захотелось встряхнуться, встряхнись. Тебя тоже побаловать надо, а то сидишь на китайской лапше. Да? Привет. Генетический материал из захоронений совпадает с материалами, взятыми у Антона, а значит, ты была права. Это действительно останки Марии Воронцовой. Получается, у нас две Марии Воронцовой. Что думаешь? Я думаю, это невозможно. Нужна еще одна экспертиза, Надя. Угу. Только независимая. Да. Я смотрю, дело сдвинулось с мертвой точки. Угу. Пап, прости. Мне пора, не успела. Доделаешь? Беги, беги. Только поосторожней там. Хорошо, постараюсь. Надо поговорить. Что-то срочно? Да, буквально минуту. Я по поводу Антона. Пока Марк в тюрьме, я хотела бы, чтобы он пожил со мной. Без проблем. Ему в самом деле с тобой лучше. Все? Да. Простите, а можно в туалет? Проходи. Спасибо.
ДНК Стародубцевой не совпадает с генетическим материалом Антона. Получается, он подменил результаты обеих экспертиз. Зачем? Почему он хочет, чтобы мы думали, что Надя – это пропавшая жена Марка Марии Воронцова? Олег, привет. Мне нужно, чтобы Рома сегодня вечером не было дома. Скомпилировал собственный вариант Нового Завета. Конгресс напечатал его Томасу Джефферсону. Томас Джефферсон – человек, который накатал красивые слова, из-за которых пошли умирать люди.
Привет. Ты как? В порядке. Что-то случилось. А выяснилось, что Надя не твоя первая жена. Она не Маша. Результаты экспертизы. Их подделал Роман. Зачем? Не знаю, он сейчас в больнице. Роман теперь главный подозреваемый по делу о душителе. Мы не уверены, но у нас есть очень важные улики. Еще один кандидат в маньяки из твоих воздыхателей. Ты не был моим воздыхателем, ты был моим мужем. В общем, в связи с вновь открывшимися обстоятельствами тебя должны выпустить достаточно скоро. Я пойду. Подожди. Спасибо тебе. За что? Ты единственный мне верил. Ты сейчас о чем? О нашей с тобой жизни? Нет, я... Прости. Марк, ты же всегда мне брал. Почему ты не сказал про Лену? Ты столько лет ей помогал. Думал, я не пойму, или мне будет жалко денег. А была ли у нас вообще семья? Это что? Тебя ранил Олег. Так, это я помню. Что это такое? Ты обвиняешься в убийстве 6 девушек.
Весело. Зачем ты подменял результаты экспертизы? Я просто хотел тебя вернуть. Ты за мной следил? Я за тобой, за твоим мужем. Когда твой муж начал встречаться с той женщиной, я поначалу подумал, что ты есть его пропавшая жена. Я пробил ксиву этой Нади. Ксива липовая. Я купил у нее какую-то ерунду, чтобы получить отпечатки пальцев, и узнал настоящее имя. Она оказалась даже не Надя, а Екатерина Васильева. Сидела за какую-то мелкую кражу. И я понял, что могу ею манипулировать. Здравствуйте. Хочу предложить вам работу. Меня это не интересует. А Катю Васильеву интересует. Спокойно. Что вам от меня надо? Ничего. Просто хочу, чтобы ты была богатой и счастливой. Я предложил ей сказать, что она не помнит последние 4 года из своей жизни. Марк сразу же повелся. Начал сходить с ума. Я взял дело и нашел информацию о татуировке. Еще вспомнил, как ты говорила мне, что Маша боится поцелуя в шею. Помнишь, в марте происходило? Экспертиза, как ты это делал? Воды пусть принесу. Я хочу пить. Экспертиза. Волосы Маши я взял в деле. Ну, ты уже поняла. Материалы для экспертизы обычно отвозят и перевозят стажеры. У нас в группе это Ирина. С Ириной у нас были раньше отношения. Пришлось эти отношения восстановить. Ты на меня напал. Я бы никогда не поднял на тебя руку. Это Надя. Она решила, что Марк ушел к тебе. Если тебя не станет, то она вернет его. А Марк оказался там случайно, просто совпадение. А тех, кого ты не любил, ты просто убивал, душил и отвозил к реке. Это нашли в твоей квартире. Обручальные кольца. По некоторым из них уже есть подтверждение. Это чушь. Я хочу воды. Меня кто-то подставил. Это кто-то из своих, и он рядом. Я хочу воды! Ну, здравствуй, Катя или Надя, как к тебе лучше обращаться? Сама выбери. Поболтай? Поболтай. Интересная у тебя жизнь. Завидуешь? Давай начнем с финала. Зачем ты пыталась меня убить? Убить тебя пытался твой мужик. Его отпечатки пальцев были найдены на ноже. Соседка все видела. Или ты что, выгородить его пытаешься? Думаешь, вернется?
Роман мне все рассказал. О, Роман рассказал. И что? Поверил? Я не удивлюсь, если этот самый Роман нанял кого-то, чтобы тебя почикали, когда понял, что ты к нему не вернешься. Послушай, ты не учитываешь главное. Роман сам сейчас под следствием, а будет тебя спасать. Уже дал против тебя показания. А у тебя какие козыри? Он все про тебя знает. Значит так, я выжила. Рана оказалась легкой. Рассказываешь мне все, и я попробую тебе помочь. Да, ирония в том, что кроме меня у тебя нет союзников. Ну вот хорошо. Спасибо. Вы нам очень помогли. Да не за что. Мне самой это было нужно. Рус, а ты чего здесь? Я за тобой, Алин. Тебя Митрофанов ждет. Можно? Да, проходи, садись. У Романа появилось алиби по Насте. Вот Ирина утверждает, что она была с ним той ночью. Я правильно говорю? Да. Мы встречались и встречаемся с Романом. Давно уже. Просто боялись, не хотели, чтобы об этом знали. У нас все по-настоящему, и он очень серьезно ко мне относится. Ир, я надеюсь, вы понимаете, как это сейчас важно? Конечно, понимаю, я же не дура. А что делать с кольцами в его чемодане? Алина, у меня сейчас сложная ситуация. Старший следователь маньяк. Это нормально? И это в моем управлении. Ты сейчас ведешь это дело и должна быть предельно осторожной. Я по-прежнему буду платить за содержание и лечение Лены. Но лично вам денег я больше не дам. Мы не будем больше с вами встречаться, и сюда я больше не приеду. Я могу попрощаться с Леной. Меня подставили. И тот, кто меня подставил среди своих, он рядом. И тот, кто меня подставил среди своих, он рядом. Меня подставили! И тот, кто меня подставил среди своих! И тот, кто подставил среди своих! Он рядом! Он рядом! Здесь грунтовка. Здесь погреба. Здесь озеро. Мужик сказал, что дорога тут не заканчивается. И если поехать дальше, есть выезд на нормальную трассу.
И дальше вроде как есть выезд на нормальную трассу. День, привет. Мне нужна информация о том, кто жил в служебной квартире Романа за последние лет 6. Лучше даже 10, чтобы наверняка. Чем быстрее, тем лучше. Жду. Да. Привет, моя хорошая. Здрасте. Спасибо тебе за Марка. Спасибо, что приехала. В общем, как у тебя дела? Какие новости? Да, я в порядке. А как Тоша? Хорошо. Скучает по маме. А можете дать ему трубку? Конечно. Антош, иди поговори с мамой. Алло. Привет, мой хороший. Я соскучилась. И я. Ты знаешь, смотрю сейчас на твой рисунок, где ты меня нарисовал. Очень красивый, ты у меня настоящий художник. Мам, а ты когда приедешь? Ну, я же скоро приеду, просто нужно немножко потерпеть. Я уже терплю. Прости, родной, у меня параллельный звонок, я должна ответить. Все, целую тебя, перезвоню тебе. Ага, все, целую, пока. Да, Дэн? Привет, Аля. Узнал? Узнал. Говори. Осипов. Ключи, естественно, хранились у начальника РУВД. Да. Ну, в общем-то, все. Весь список. Алло, здравствуйте, это Алина Новинская. Здрасте. Недавно вы мне звонили насчет телефона. Помню, телефон отца. Да, телефон моего отца, а симка на меня. Я вас слушаю. Я хочу его забрать. Да, конечно. Подъезжайте. Да, и еще несколько вопросов. Слушаю. Когда произошла кража? Месяц назад пацанов взяли где-то через неделю после этого. Мне нужно пообщаться с этими ребятами. А почему Следственный комитет? Из-за 2 телефонов? Меня интересует вот этот телефон, который вы украли у супермаркета. Начнем с даты кражи. Какого супермаркета? Это озеро было. Где? У Волчьего озера.
Знаете, там еще старые погреба. Да, мужик из машины вышел, ну и двинул куда-то. Но мы стекло разбили и трубу из салона дернули. Больше ничего взять не успели. Угу. Но мужик-то смелый оказался. Он хоть и хромал, но не засал и за нами сразу кинулся. Хромал? Ну да. Мужик вроде-то не бедный. Я еще удивился, он на таком джипе и с такой левой трубой. Да. Какой джип? На большом таком. Американский, наверное. Угу. А цвет? Темный. Да, темный. Чего, не раздеваешься? Привет, Чес. Все хорошо? Да, просто устала. Алина! 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 Что с тобой, Алина? Алина, очнись, Алина! Алина! Я ее очень любил. По-настоящему. Я всегда верил ей. Тогда я хотел сделать ей сюрприз. Совершенно случайно застал их. У реки. Они были вдвоем. Им было хорошо. Вдвоем. Она смеялась. А когда она смеялась, она была как-то по-особенному красива. Это было невыносимо. Через неделю я
отвез ее на тот же самый пляж. Твоя мать утонула не сама. Я все это представил как самоубийство, потому что я не мог тогда сесть в тюрьму, потому что у меня была ты. Когда твоя мать меня предала, я попытался снова жить, но у меня возникла боль. И эта боль была такой сильной, невозможно терпеть. Один раз я подвозил женщину. Она подсела ко мне на светофоре, попросила подвезти ее. Она была веселая, пьяная, начала ко мне приставать, а на руке у нее было кольцо. Привет, красавчик. Я не знаю, что со мной произошло. Она не сопротивлялась. Я первый раз смог вздохнуть с облегчением. А потом боль вернулась. И она стала такой невыносимой. Когда в тот раз я не вытерпел и специально пошел в ночной бар. Она снимала какого-то мужика, у нее был красный рот, на руке у нее тоже было кольцо. Я проследил за ней после бара. Это была другая. Она сопротивлялась. Когда я вытаскивал ее из багажника, она оказалась жива. Я очень испугался, достал нож. И с тех пор я их всех ножом. Они все были очень плохими женщинами. Они все были очень плохими женщинами. Они все были очень плохими женщинами. Ты должна понять меня, дочь. Не называй меня так. Хорошо. Хорошо. Это правильно. Правильно. Даже Настя. Ты даже не представляешь, как она себя вела с этим первым попавшимся мужиком. Как она его целовала, обнимала. Я сам был поражен. Я же знал, что Настя очень хорошая девочка. И даже она... Когда я попал в аварию и потерял способность самостоятельно двигаться, я даже обрадовался, потому что боль утихла, и я подумал, что смогу от нее избавиться. Да после упражнений я снова стал самостоятельно передвигаться. Вместе с этим вернулась эта боль, и вместе с ней вернулся тот мрак и необходимость каждый раз от нее избавляться. Когда ты мне сказала, что нашли Марию, что даже сделали тест ДНК, я не поверил, потому что я знал, что Мария мертва. А когда они пришли ко мне забирать Антона, я увидел, как она похожа на его бывшую жену. Я подумал, что я сошел с ума. Я поехал на место ее захоронения проверить, на месте ли останки. Марию я не убивал. Она сопротивлялась, упала и сама сломала шею. Я ее похоронил. Роману на квартиру кольца подбросил я. В этих служебных квартирах никогда не меняют замки. Как все это невыносимо. Я хотел, чтобы это прекратила ты. Именно ты. Чудовище. Конечно. Я соберусь
Поднимусь наверх, потом мы поедем. Я недолго. Хорошо? Спасибо. Привет. Привет. Олег прислал письмо. Его выпускает по УДО. Хорошо. А мне он так и не пишет. Видимо, из-за отца не может простить. Наверное, нужно чуть больше времени. Ну, а ты как работа? Хорошо. Уверен, ты там лучший следователь. Как у тебя? У меня, запустили цех. Арсений собрался жениться. В общем, все. В общем, все плохо. Ты запутался, хорошо или плохо? Без тебя все плохо. Я пойду к Антону. Ты идешь? Папа, привет! Привет! Марк, ну давай. Давай вместе!